Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на сентябрь 2022 года. Мы уже с вами плавно переходим в осень, поэтому будем готовиться, смотреть, какой событийный ряд вас ожидает, что вас порадует, что, возможно, удивит, то есть и вообще, к каким переменам вам готовиться. Помогут нам сегодня в этом руническое таро, а также Ленорман золотой нити. Подумайте о том, что вас волнует, беспокоит, тревожит. И мы с вами просмотрим эту предстоящую цепочку событий. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, вопросов здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами. Надеюсь, вам они хорошо видны. Приступим. Итак, общая энергия месяца. Туз Пентаклей. Шикарная карта, которая говорит вообще о новых возможностях, о новом цикле жизни, о новых перспективах, шансах. Причем эти шансы, эта карта вообще дар богов. Они могут быть в любой сфере и обозначены любыми событиями. Начиная от новых отношений, новой работы, повышения заработной платы, либо в принципе сорвать большой куш. Зачатие, деторождение, новый цикл жизни, перемены, которые во благо. Здесь может быть что угодно. Но сама энергия – это возможности, которые идут в руки. Поэтому ваша задача – оказаться в нужное время, в нужном месте. Смотрим, в чем у вас отыграется. В аркане сила, в том, что будет помощь, поддержка, подспорье, в первую очередь финансовая, в первую очередь, знаете, как ментальная, эмоциональная, когда вам будет на кого опереться, на чью помощь рассчитывать. И обретение собственных сил, уверенность в завтрашнем дне, знаете, ощущение себя в безопасности, в зоне комфорта. Поэтому карта у вас действительно здесь прекрасная. Если мы посмотрим с вами вопросы работы, опять же, Солнце. Единственное, что Солнце, хоть и карта продвижения карьерного роста, увеличения дохода, заработка, в большинстве своем она очень часто обозначает отпуск, отдых, восстановление. Возможно, это отыграется и у вас, и в вашем ключе. Мы сейчас это посмотрим. Но энергии, которые несет в себе этот аркан, они уже, знаете, как заряжают позитивом и новыми возможностями. Если вы сейчас не работаете, то видите, вы самодостаточны, потому что даже если вы не работающий пенсионер, домохозяйка или вы в декрете, Солнце, девятка пентаклей, это стабильный финансовый план, стабильный финансовый быт. Вам есть на что опереться. То есть вы финансово здесь защищены. Супер. Это более того, знаете, как вложение в себя, в свое развитие, в свое здоровье, в укрепление самочувствия, состояния духа. Карты волшебные. Если вы соискатель, то Солнце и Паж мечей – это проанализировать, в чем себе реализовать, в какой нише. Это как найти свой собственный путь. Это уже, знаете, говорю, половина пути пройдена, когда вы знаете, в чем вам необходимо себя раскрыть. Поэтому здесь это, знаете, как информация, которая придет в нужное время, в нужный час, но которая вам позволит расставить все точки над «и». Если же вы наемный сотрудник, то Солнце, восьмерка мечей – это ограничение, то есть нет работы. Соответственно, отдых, отпуск, восстановление ваших сил, вашей работоспособности, ваших амбиций. А если у вас свой собственный бизнес, то Солнце и Дурак – это тоже могут быть вопросы отдыха и отпуска, но для большинства из вас это как новый цикл, новое начало, новое дело, новый бизнес, новый проект, который для вас может стать очень рентабельным. Поэтому, видите, ситуация, которая радует. Хорошо, если мы проанализируем с вами вопросы финансов. Здесь король мечей. Это рациональный подход. Для многих это обращение в госинстанции с целью перерасчета чего-либо, будь то пенсии, дотации, субсидии, выплаты плановые или возврат денег из налоговой, там какие-то проценты. То есть здесь это как бороться за то, что вам положено от государства. То есть выбивать эти деньги. Финансовый план стабилен. Здесь, знаете, как своевременные выплаты там, кредитов, если таковые у вас имеются, у кого-то реструктуризация долга. То есть даже вам госучреждения как идут навстречу. Лояльное отношение к текущей ситуации. Если смотреть вопросы здоровья, по тройке пентаклей оно замечательное, более того, это работать над своим здоровьем. Почему? То есть для кого-то это устаканить свой режим дня, свой график, вопросы питания, вопросы физических нагрузок, потому что здесь это в первую очередь заботиться о себе. Это профилактика болезней, это профилактика плохого самочувствия,
избавление от стрессов, депрессии, апатии и прочего. Поэтому здесь, знаете, такая высокая продуктивность. Я не могу сказать, что у вас здесь по этому аркану идет физическое либо эмоциональное истощение от переработок, да, от вашего трудоголизма. Это в основном идет по 8 пентаклей. Потому что 3 пентаклей – это то, что вы делаете с душой, с любовью, то, что вы делаете в кайф. Единственное, что это могут быть бессонные ночи, когда вы чем-то увлеклись, вы чем-то горите, хотите что-то освоить, знаете, и ночи напролет или дни напролет сидите, занимаетесь изучением там, нового продукта, новых, не знаю, каких-то направлений, которые для вас важны и вам нужны. Вот об этом говорят арканы. Вопросы личной жизни, 6 жезлов. Опять же у нас карта победы, карта целей, карта достижений, новых возможностей, знакомства с человеком издалека, потому что опять же у нас аркан, который символизирует все, что идет издалека. Боже, ну прям сами карты падают. Причем по 4 чаш, которая сама просится в руки, это, знаете, как неожиданно для вас. То есть вы даже не планировали или не рассчитывали. Но сейчас посмотрим. Итак, для тех, кто у нас свободен. Ну вот обратите внимание. 6 жезлов, 4 чаш и жрец. Человек другой религии, другой культуры, другого, может быть, вероисповедания. То есть здесь присутствует языковой барьер. Но человек, который действительно может стать духовным учителем, путеводителем по жизни и вашей второй половины. То есть человек, с которым у вас может состояться брак, создание семьи и так далее. Если вы в любовных треугольниках, то 6 жезлов и дьявол – это рост сексуальной тяги, привязанности, эмоциональной зависимости, от которых вы пока даже не готовы избавиться. И более того, здесь можете грамотно манипулировать и управлять вашим партнером или партнершей, так сказать, вить веревки себе во благо. А если у вас здесь стабильные отношения, то 6 жезлов и 7 чаш – это достижение цели, это исполнение мечты, потому что, как показывают арканы, партнер или партнерша вас слышат, к вам прислушиваются, стараются угодить. Поэтому здесь по этим арканам действительно как достижение цели, достижение идеала. Совет и рекомендация по 7 пентаклей. Ну, могу сказать так, это тише едешь, дальше будешь. Не гоните лошадей, всему в свое время, всем обстоятельствам и ситуациям, которые происходят в вашей жизни. Это тактика выжидания. Это в какой-то степени плыть по течению, не форсировать события. Все деяния в отношении вас уже давно прописаны на небесах. Вам нужно, знаете, как либо что-то отмолить себе, да, чтобы получить благо, либо просто сидеть, выжидать для вас благоприятной ситуации, когда само идет в руки. Но могу сказать так, не пытайтесь в рамках сентября ставить себе какие-то мега-цели, мега-планы, мега-задачи. Идеи, люди, обстоятельства, отношения, все придет сами. То есть вам, вот действительно, знаете, как живите, как и жили, фактически плывите по течению, но все придет само в руки, все придет в свое время. Сейчас посмотрим на неожиданность периода. Женщина, луна, всадник. Для многих это может ознаменоваться предством родственницы, супруги, тещи, свекрови, кого угодно, потому что по этим картам это как кому-то помогать с приездом, с переездом, адаптации на новом месте. Также это могут быть известия от родственников издалека. Но зачастую по этим картам это, знаете, как вопросы единения. Это информация о матери, либо если вы искали свои корни, своих родственников, то это, знаете, как раз придет весточка о том, что нашли члена вашей семьи, потому что по этим картам это информация о близких. Или вскрыть что-то о близких. Какое-то важное, значимое для вас. Не могу сказать, что прям тайну, но информацию, которую вы очень долго ждали. В остальном же, посмотрите, месяц крайне благоприятный, продуктивный. И если еще посмотреть на эти карты, то это, знаете, как время, которое необходимо посвятить себе, либо месяц, который вы посвящаете своим увлечениям, потому что вы чем-то яростно горите, какую-то информацию черпаете извне, то есть дистанционно. Поэтому карты у вас здесь благоприятные. И могу сказать, не все еще знаки, конечно, записала, но из цепочки от Овна до Стрельца у вас самый шикарный расклад. Если вам интересно, можете пересмотреть. Поэтому силы вам благоволят. И все у вас будет прекрасно. В любом случае, все негативные аспекты мы с вами перекроем позитивными.
Поэтому побед вам, достижения, силы, проведения свыше, новых возможностей. А самое главное, знаете, я вам закрою комбинацию карты месяц связкой Жрец Солнца. Я пока не буду говорить, как оно проиграется. Мне интересно, что напишите вы. Но я надеюсь, что у вас истинно будут самые лучшие, самые благоприятные моменты. Вот таким у вас вышел расклад. Я вас благодарю за внимание. От вас буду ждать обратной связи, как отыграется данная информация. С вами же не прощаюсь. До новых встреч.